Капля воздуха, холст, тянущий холст плох тем, что цвета гаснут, что похоже на гуашевую матовость. Конечно, лак восстановит цвет, но одним словом плохо. Лучше купить хороший холст или приноравливаться к тянущим. Я до сих пор иногда в некотором ступоре после высыхания масляных красок на таких холстах. Ну и очень хорошо. Капля воздуха. Пишите на таком холсте, на котором вам комфортно. Я ж не защищаю этот холст. Просто мне нравится. Я в свое время был очень удивлен. Я помню первое такое ощущение сильное, когда Фешина работу привезли, я живьем увидел, да. Ну, это было давно в ЦДХ, там 2 работы. А потом в Третьяковке была выставка, большая довольно-таки. Я был поражен тем, что ты с любой точки смотришь на картину, она не бликует, и ближе подходишь, каждый мазок, я не знаю, сохраняет свой цвет. Матовый, да, но цвет такой силы, такой красоты, яркости, я не знаю, вот первозданности, как будто бы она вчера была сделана, а уже 100 лет назад. Да? Меня это поразило. И я видел, что эффекты, которые достигал Фешин, их невозможно повторить на обычных грунтах. А на тянущем, можно попытаться. Интересно же изучать технику художников любимых, как они достигали тех или иных эффектов. Да? Поэтому мне это очень так заняло на какое-то время. Безусловно, я иду своим путем, но подкупает, и я понимаю, как это сделано, каким способом, как это вообще получается. Ну, а когда понимание есть, можно идти дальше, можно что-то еще у кого-то почерпнуть, и все равно ты выруливаешь на свою дорогу. Но это хорошо известно, что та техника, которую он привнес вообще в мир искусства, она благодаря тянущему грунту. Лак восстановит цвет. Никаким лаком я не покрываю свои работы. Гуашевая матовость, но цвет сохраняется, пигмент сохраняет свою силу, такую, которую ты положил, не какой-то этой прожухлости жуткой, когда цвета нет, этого нет. Ну, в общем, пишите, как вам удобно, ничего не надо приноравливаться, если это неудобно. Елена Пухерева сегодня рисовала на пленэре при -5. Мне понравился эффект, краска не тянула, не скользила, не смешивалась, так как подмерзла. Вот, кстати, это эффект тянущего грунта, когда нижний слой он не участвует в верхнем слое, в следующем мазке. Получился как бы эффект тянущего грунта. Видимо, надо попробовать загрунтовать, как вы советуете, и попробовать писать на тянущем. Ну, попробуйте, конечно, Елена. Это же очень просто. Водоэмульсионку покупаете, грунтуете и посмотрите, как вам вообще подходит или не подходит. Я много раз говорил о том, что очень немногим это подходит. Ну, меня всегда тянет на эксперименты. Вы тоже можете попробовать, кто еще раз никогда не пробовал, да, с тянущим грунтом. Это такое непростое занятие, потому что краску нужно вписывать, она же сразу утягивается, и ты кладешь, ее вроде бы и нету, нужно много краски, так что тоже минус. Расход краски больше будет. Так, друзья, вы там делаете свою работу, пожалуйста, лайки, вопросы задавайте, комментируйте. У нас такая бульон варится, прям дымит кастрюля. Трип, я к вам за помощью насчет тянущего грунта, вот сегодня тема. Я живу не в России, у нас нет водоэмульсионки. Пошла в специальный магазин Dulux, такой краски, которую используете вы, там нет. Но это да, в Америке, например, нет. Вся на акриловой основе. Приходится и пользоваться акриловым грунтом Gesso. Все грунты не впитывающие. Вот пытаюсь ультраматовую Dulux добавлять в нее мел. С мелом тоже не хочу перебрать, боюсь, что работы пойдут кракелюром. Да нет, из-за мела-то не пойдут. А вот такая беда, просто измучилась. Вот кто в Америке живет или там, где нет водоэмульсионки, помогите, пожалуйста, разобраться. Это действительно проблема. Где-то в недавних видео, может быть, месяца 3 назад, кто-то писал решение.
Я записал несколько соображений друзей в комментариях. И вот тут такое написано. В Home Depot или Love's есть water-based exterior paint. Это аналог водоэмульсионной краски. Написано. Попробуйте. Гесса кто-то написал в комментарии с матовым финишем, чтобы грунт был тянущий. Вот еще кто-то написал тоже в комментарии, что добавьте в акриловую краску финишную шпаклевку. В зависимости от количества шпаклевки можно получить любой грунт, от скользкого до сильно впитывающего. Отмерять надо точно, мешать сразу большие объемы, чтобы не заморачиваться каждый раз, цена грунта получится в 10 раз дешевле. Вот такой вариант. Попробуйте, друзья, потом скажите, что у вас получилось.
2 года назад была выставка Николая Фешина в Третьяковке в инженерном корпусе. Я тоже прошел с камерой по выставке и кое-что поснимал для вас. Ну, собственно, практически все. В конце ролика будет баннер с прямой ссылкой на это видео. Посмотрите его. 18 минут видео.